Подставка под чашку или бокал. Она супер простая и супер быстро вяжется. И в этом видео я покажу, как вязать каждый ряд. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд, и добро пожаловать на мой канал. В диаметре она у меня получилась 15 сантиметров. Я ее вязал крючком 4 миллиметра и вот таким хлопковым шнуром. По толщине такая пряжа в 100 граммах 100 метров. Я не знаю, сможете ли вы найти такую или похожую в России, странах СНГ, потому что я живу за границей. Но вы можете попробовать вязать, например, пехорка детский хлопок, Ализе Белла батик. Или, например, если ваша пряжа слишком тонкая, вы можете вязать в 2 нити. Все свои работы по завершении я всегда блокирую с крахмалом. Как я это делаю, вы можете посмотреть видео по ссылке в описании. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на 2 пальца, придерживаю, оборачиваю вокруг пальцев, здесь впереди скрещиваю и сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить. Вот так, под первую нить. Цепляем вторую и вытаскиваем ее. Здесь проворачиваем. Вот так у нас здесь получается петля. И теперь в эту петлю цепляем рабочую нить. Вот так сейчас придерживаем вот эти 2 петли. Вытаскиваем пальцы из кольца. Аккуратно, чтобы у нас тут ничего не развалилось. Держим наше кольцо. И теперь уже протягиваем вот эту нить в петлю. И немножко затягиваем. И вот получилось наше кольцо амигуруми. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 9 столбиков без накида. Вставляем крючок в кольцо и провязываем, точнее, столбик без накида. Вот первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9 столбик без накида. Теперь мы за вот этот кусочек тянем и закрываем все эти столбики вместе. Закрываем кольцо. Все, вот так этого достаточно. И теперь вот этот кусочек туда-назад бросаем, сверху рабочей нити. И теперь вставляем крючок в самый первый столбик без накида и провязываем соединительную петлю. Все, вот так мы завершили первый ряд. Второй ряд. Вот тот кусочек нити я сейчас сюда назад возвращаю. Прокладывать буду вот так сверху столбиков и буду прятать под столбиками второго ряда. И в этом ряду, во втором, мы сейчас будем выполнять прибавку в каждый столбик, то есть по 2 столбика в каждый столбик. Сначала 1 воздушная петля подъема, это просто чтобы поднять ряд. И теперь вставляем крючок в этот же, в самый первый столбик и провязываем в него 2 столбика без накида. Раз и второй. 2 столбика в следующий столбик. Раз и 2. И в следующий 2 столбика. И таким образом провязываем ряд до конца. Выполняем 2 столбика без накида в каждый столбик. И в итоге у нас получится 18 столбиков без накида. Провязали второй ряд до конца, выполнили последнюю прибавку. И теперь в самый первый столбик без накида мы просто соединяемся соединительной петлей. И таким образом мы будем соединяться практически на протяжении всей работы. Если что-то изменится, то я обязательно покажу. Третий ряд. Выполняем 1 воздушную петлю подъема. Столбик без накида сюда же, в этот же самый первый столбик. А в следующий столбик делаем прибавку, то есть 2 столбика. В следующий столбик 1 и 2. В следующий 1 столбик. 1 столбик без накида. В следующий 2 столбика. И таким образом провязываем ряд до конца. Чередуем. 1 столбик, 2 столбика. 1 столбик, 2 столбика. И в итоге у нас получится 27 столбиков без накида. Провязали третий ряд до конца, выполнили последнюю прибавку и в самый первый столбик соединились с соединительной петлей. Четвертый ряд. 1 воздушная петля подъема.
И в этот самый первый столбик провязываем прибавку, то есть 2 столбика. Раз и 2. В следующие 2 столбика просто по одному. Первый столбик и второй по одному. То есть мы сделали прибавка, 2 столбика одинарные. И теперь опять прибавка и 2 столбика одинарные. Первый и второй. И таким образом провязываем ряд до конца. Прибавка, 2 столбика, прибавка, 2 столбика. Провязали ряд до конца. В конце мы завершили просто 2 одинарными столбиками и в самый первый столбик соединились соединительной петлей. Пятый ряд. 1 воздушная петля подъема. И сейчас провязываем 3 одинарные столбика без накида. В этот самый первый столбик провязываем 1 столбик. В следующий 1 столбик. И в следующий 1 столбик. Вот мы провязали 3 одинарные столбика. Теперь в следующий мы выполняем прибавку. 2 столбика провязываем. Раз и 2. И так вяжем ряд до конца. Выполняем 3 одинарные столбика. Раз, 2 и 3. И в следующий провязываем прибавку. 2 столбика в 1. Раз и 2. И вяжем так ряд до конца. 3 одинарные, прибавка, 3 одинарные, прибавка. И всего у нас получится 45 столбиков без накида. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю прибавку и соединились соединительной петлей с первым столбиком. Шестой ряд. Этот ряд провязываем без прибавок. Выполняем 1 воздушная петля подъема. И сюда же в этот же самый первый столбик провязываем столбик без накида. Столбик без накида в следующий столбик. Столбик без накида в следующий столбик. И в следующий, и в следующий. И таким образом провязываем ряд до конца. Просто вяжем по 1 столбику в каждый столбик предыдущего ряда. Седьмой ряд. В этом ряду провязываем 4 одинарных столбика и прибавка. Сейчас выполняем 1 воздушная петля подъема и провязываем в этот же самый первый столбик, столбик без накида, это первый. В следующий провязываем столбик также без накида, это второй. В следующий, третий и в следующий, четвертый столбик без накида. И уже в следующий мы выполняем прибавку. 2 столбика. Раз. И опять 4 одинарные. Раз. 2. 3. 4. И уже в следующий провязываем прибавку. Раз. И 2. И так вяжем ряд до конца. Провязали седьмой ряд до конца, выполнили последнюю прибавку. Всего у нас здесь получилось 54 столбика без накида. И теперь соединяемся соединительной петлей с первым столбиком только за его переднюю вот эту петлю, за переднюю половинку. Вот так вставляем крючок и выполняем соединительную. А вот ту заднюю петлю я сейчас отмечу маркером, но это делать не обязательно. Можете просто запомнить, что есть это здесь задняя петля. И все, я отмечу просто для удобства, чтобы ее не потерять. Восьмой ряд. 1 воздушная петля. И в следующий столбик только за переднюю петлю провязываем соединительный столбик. 1 воздушная петля. Соединительный столбик в следующий столбик только за переднюю петлю. 1 воздушная петля. Соединительный в следующий столбик только за переднюю петлю. И таким образом провязываем ряд до конца. 1 воздушная и соединительный в следующий столбик только за переднюю петлю. Провязали 8 ряд до конца. В самый последний столбик выполнили соединительную петлю, 1 воздушную петлю. И теперь вытягиваем немножко вот так нить. И здесь перед нами самая первая наша соединительная петля. Мы в нее вставляем крючок вот так сзади наперед. Вот так посередине этой петли. Цепляем вот эту нашу рабочую петлю. И протягиваем ее туда-назад. Все, и здесь уже можно вот так эту нить чуть-чуть затянуть. Все, и таким образом мы завершили 8 ряд. 9 ряд. Сейчас выполняем соединительную петлю
в ту петлю заднюю, которую мы отметили маркером. Так, соединительная. И теперь этот маркер я снимаю, он мне больше не нужен. И теперь выполняем 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в эту же заднюю петлю, выполняем столбик без накида. Столбик без накида в следующий столбик за заднюю петлю. Столбик без накида в следующий столбик за заднюю петлю. И таким образом провязываем ряд до конца. Столбик без накида в каждый столбик, вот только за заднюю петлю. Провязали 9 ряд до конца. Я выполнил последний столбик без накидов, последний столбик 7 ряда, вот здесь, который у нас был. И теперь в самый первый столбик мы соединяемся просто соединительной петлей. И вы также можете здесь сверить, должно быть 54 столбика без накида. 10 ряд. 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в этот же самый первый столбик, провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 2 столбика и в следующий провязываем столбик без накида. Опять 4 петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 2 столбика и в следующий столбик без накида. И таким образом провязываем ряд до конца. 4 петли, 2 столбика пропустили и в следующий столбик без накида. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку 4 воздушных петель. Здесь перед нами осталось 2 столбика, которые мы по рисунку пропускаем. И уже в самый первый столбик без накида соединяемся просто соединительной петлей. 11 ряд. Этот ряд у нас будет последний. Сразу же, без всяких соединительных петель, мы в следующую арку провязываем столбик без накида, пико из 2 воздушных петель, 1, 2 воздушные, соединительная в вершину только что связанного столбика без накида. Соединительная. Вот мы сделали столбик без накида и пико. Всего в эту арку нам нужно провязать 4 столбика без накида и 3 пико. Вот мы провязали первый столбик без накида, первое пико. Второй столбик без накида сюда же, в эту же арку. Пико. 1, 2, соединительная петля. В вершину провязанного столбика без накида. Третий столбик без накида. Опять пико. 2 воздушные. И выполняем соединительную в вершину только что провязанного столбика. И 4 столбик без накида сюда же, в эту же арку. 4 столбика без накида и 3 пико. Теперь сразу же в следующую арку провязываем 4 столбика без накида просто. 1, 2, 3 и 4. И вот так мы будем вязать ряд до конца. Сразу же в следующую арку провязываем столбик без накида, пико, 2 воздушные, соединительная в вершину столбика, столбик без накида, пико, 2 воздушные и соединительная, столбик без накида, пико, соединительная и 4 столбик без накида в эту же арку. Вот так. То есть провязали здесь 3 пико. И теперь в следующую арку провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И таким образом вяжем ряд до конца. В самую последнюю арку выполняем последние 4 столбика без накида. Соединяемся соединительной петлей с самым первым столбиком без накида. Обрезаем нить, прячем хвостики вот здесь сзади за петлями, за столбиками. И теперь нам остается только заблокировать. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!